Привет, друзья! Добро пожаловать вновь на канал Алга Петербург. На официальном YouTube-канале Димаша появился потрясающий ролик, рассказывающий нам о триумфе артиста в Америке 10 декабря 2019 года. Что особенно примечательно, это режиссерская версия видеорежиссера концерта. А значит, будет интересно. Предлагаю посмотреть эту работу вместе, останавливая на самых ярких местах для обсуждения. Смотрим. Ну вот здесь я, пожалуй, сделаю первую остановку. С первых же секунд этой работы чувствуется масштаб, чувствуется глобальность, чувствуется фантастический уровень мероприятия, на котором выступал, в организации которого принимал участие Димаш Кудайберген. К слову, хочу отметить, что это режиссерская версия видеорежиссера концерта Арнау. И, судя по началу, зрелище действительно было грандиозное в тот вечер. Да что уж там, вы и сами все видели. Давайте продолжим. Вроде звучит такая легкая, не напрягающая музыка, как будто бы все собрались в какое-то большое семейное путешествие. Хотя на самом деле там предстоит колоссальная работа. И куча специалистов с разных частей мира соберутся в Нью-Йорке, в Барклайс-центре для того, чтобы устроить настоящее шоу. Также невозможно не заметить светлые, улыбающиеся лица Диарс. Вы только посмотрите на этих людей, которые собираются на концерты Димаша. Это люди другого порядка, это люди светлые, люди чистые, люди добрые. И видно, что они в предвкушении праздника. Даже не в предвкушении концерта, а именно праздника. У всех невероятно приподнятое настроение, все готовы внимать. Видно, что идет серьезный рабочий процесс. Все в проекте, все нацелены на результат.
а Казахстана. По сравнению с другими, конечно, городами и даже с Астаной, здесь шоу получилось в другом формате. Также мы добавили 4 новых песни, которых он не исполнял вообще нигде, ни в Астане, ни в других городах. А 2 песни вообще будет премьера новых песен. Поэтому зрители услышат новые песни Димаша, которые они до этого вообще не слышали. Друзья, самые внимательные, пожалуйста, напишите, что это были за песни. Белая кофта. Вот здесь я тоже хочу сделать небольшую остановочку. Во-первых, вы только посмотрите, какое количество людей задействовано в проекте, какое количество декораций. Я уверен, что там не одни сутки только занял монтаж сцены и всего оборудования, чтобы это зазвучало. И все это ради одного человека. Но какого? Также, если вы заметили, был такой некий момент сейчас напряжения в музыке, в глазах артистов, которым предстоит выход на сцену. Вот такое ощущение, что это вот буквально за несколько часов до выхода, может быть даже за несколько минут до выхода, потому что чувствуется, насколько они сконцентрированы, насколько они сейчас находятся в себе, настраиваются для того, чтобы выйти и начать священно действовать. Вот что значит настоящие профессионалы. I love you, Dimash! Because of Dimash, now we can sing in Russian, in Chinese, in Kazakh. Куда же без самых преданных Диарс? We come from China. We love Dimash very much. I really love his voice most if he sings Kazakh. You feel he doesn't have to think about the text, about vocalization, about how to spell it. It's just him. You can take him out of Kazakhstan, but you will never be able to take Kazakhstan out of him. And this is my way of saying thank you for the wonderful song. Слышали, да, сколько раз было произнесено слово «Казахстан»? Я думаю, что это вот одна из тех маленьких целей, которые ставил перед собой Димаш Кудайберген. Друзья, это же та самая галерея Барклайс-центра, где теперь висит портрет Димаша Кудайбергена. Я ее назвал «Аллея славы всех звезд». Там их действительно выступало немало. Папа Димаша, Канат Ага, очень сосредоточен. Вы знаете, мне даже кажется, что он переживает даже намного больше, чем сам Димаш. Ну это же папа, его можно понять. Вот он появится невидимого фронта. Человек, который, несмотря на то, что совсем недавно переехал со своей молодой семьей в Астану, он уделяет мне больше времени, чем своей жене. Я думаю, что этих людей вам представлять точно не нужно. Ерлан Бекчурин и Джордан Аркелян. Люблю их, люблю. Команда. Вы, наверное, видели это трогательное объятие отца и сына перед таким важным и ответственным мероприятием. А как иначе? Ведь я уверен, что к этому дню Димаш, возможно, шел всю свою жизнь.
И вновь галерея. Неудержимый Димаш. Знаменитая куртка. Каждый вечер, наверное, смотрит на этот подарок. Сколько дружеских, теплых объятий. Спасибо вам за такого сына и за твой талант. Спасибо, молодец. Спасибо. Спасибо, что пришли. Димашты ғана емес, менің өзімнің бала кезімдегі арманым еді. Біздің еліміздің, біздің халқымыздың, біздің ұлтымыздың әндері осы басқа елдерде шырқалып, бүкіл халық қосылып айтса деген. Сол арманымызға қолым жетіп, көңілім шалқып, көзіме жас келіп тұр. Оның барлығы үлкен бақыт. Сондықтан біздің еліміздің, біздің халқымыздың қолдауын осы жерде кәдімгідей сезініп тұрмыз. 60-тан астам мемлекеттің көптеген көрермендері Нью-Йорктың төрінде қазақ баласының әнін тыңдау үшін келді. Бұдан артық қандай бақыт керек? Ең алдымен мен осындай деңгейге жеткізген қазақ халқына, Қазақстанда ұстаздарыма рахмет айтамын, ата-анама рахмет айтамын. Және де жергілікті Америка халқына да шын жүректен рахмет айтамын. Осынау үлкен стадионда толтырып, кешімді мұң құбылтып өткізген сол менің ардақты көрермендерім. Сіздердің арқаларыңызда арманым орындалды. Және де ат терлетіп, шет мемлекеттерден мұхиттың арғы жағында екендігіне қарамастан Димаштың концертінде болсам болып қалмасыншы деп еңбектеніп келген барлық тыңдармандардың алдында басымды иемін. Мені төрге шығарып, аз-маз танымалдау әнші қылып жатқан менің қымбатты диірсарым, менің жүрегімді жаулаған диірсарым, сіздерге мың қарте рахмет. Осы күнді мен бала кезден бері армандадым. Қазақша Американ төрінде үлкен стадионда ән айтсам деп армандадым. Сол арманыма қол жеткізуіме себепкер болған бүгінгі концерттің барлық көрермендеріне. Знаете, как такое чистосердечное признание. Очень много слов рахмет, что говорит о том, что прежде всего здесь были слова благодарности. Слова благодарности родителям, слова благодарности педагогам, слова благодарности всем, кто принимал участие в организации этого концерта. Конечно же, Диерс, людям, которые настолько преданно и с невероятной любовью слушают Димаша, поддерживают его во всех начинаниях. И приятно осознавать, что такой молодой человек не зазнается ни при каких обстоятельствах. Хотя вот только что он стоял на самом крупном, одном из самых крупных стадионов Америки.
где сбылась его мечта детства, и при этом никакой звездности, никакой гордыни, никакого тщеславия. Все пришли смотреть и восхищаться им, а он говорит спасибо окружающим, его людям. Это бесценные слова, и этот человек действительно по праву должен войти в историю. Даже не только как вокалист, а прежде всего как человек, который объединяет такое большое количество людей, абсолютно разных национальностей, людей с разными языками, с разным менталитетом, с разным мышлением. И несмотря на все это, Диерс из 60 стран мира приехали и прекрасно провели время вместе с певцом человечества. Алга Димаш. Алга. Үлкен рахмет.